день. Еще раз представлюсь, меня зовут Соловей Светлана. Я очень-очень рада, девочки, спасибо огромное, что вы предпочли меня, потому что наверху не менее интересный лектор, и многие, конечно, наверное, хотели бы туда сходить, но спасибо еще раз. Сегодня будет у нас очень интересная встреча, потому что она будет наполнена в основном таким контентом, который вы сможете, даже выйдя отсюда, уже использовать в своей жизни. Два слова скажу о себе. Имя я уже назвала, еще, чтобы вы его немножечко сфотографировали. Вот у нас здесь картиночки будет некоторое время висеть. Я педагог по образованию и экономист, у меня несколько высших образований. Но все равно вот дорожка меня привела заниматься такой интересной деятельностью, как развитие памяти. Развитие памяти, внимания, скорочтения, потому что в школе, я вам так честно признаюсь, немножко было тяжеловато. Особенно было обидно, когда вот есть такие клевые зубрилки, они и побежали. Рассказали, забыли и так далее. А я вот такая зубрилка была не очень клевая, времени тратилось очень много на обучение. На обучение тратилось очень много времени, а результата как такового особо не было. Ну, то есть, да, была ударницей, но всегда, вот знаете, было чувство, что что-то должно быть по-другому, что-то должно быть лучше, что-то должно быть легче, в конце концов. И вот судьба мне подарила встречи с людьми, которые меня обучили техникам, которые позволяют развивать свой мозг, которые позволяют запоминать любую информацию, ну, которые теперь позволили мне выступить перед вами. Спасибо большое еще раз. У меня тут несколько правил, я их так схематически зарисовала. Вот первое, самое главное. Я даже не за себя переживаю, потому что это вспомню, о чем мне надо сказать. Но вы можете кого-то отвлечь звонком, и кто-то чего-то не расслышит, будет обидно. Входим, заходим тихонечко, не извиняясь, встали, вышли, зашли. Главное, чтобы не мешали другим. Если появятся вопросы, тут два варианта. Я оставляю в конце нашего семинара время, 5 минут приблизительно на вопросы. Если же, потому что они будут все равно, что-то интересное, тихонечко ручку, да, ой, не шишите. Ну и самое главное, хорошее настроение. Сегодня никакой грузиловки не будет, мы будем развлекаться, вы посмотрите, насколько приятно познакомиться со своей собственной памятью, и причем это настолько ощущение радости и легкости, что вот она есть, она все-таки с нами, хоть мы уже начинаем сомневаться, мы просто не умеем ее правильно пользоваться. Итак, с этим понятно, все ясно. Хорошо, отлично. Ну, первый человек, который важен, наверное, в моей жизни, хочу вас с такой женщиной познакомить. Кто не слышал про нее? Рита Левия-Монтальчини, повелительница клеток. Эта женщина, она нейробиолог. Это старейший лауреат Нобелевской премии. Она получила ее в области медицины в 77 лет. То есть, понимаете, да, какая бабушечка активная была. И Рита Левия-Монтальчини вела очень активный образ жизни. И она всегда говорила о том, что, ребята, самое главное – это наша голова. Как мы развиваем голову, такая будет наша жизнь. Вот даже здесь выдержку небольшую на своем 100-летнем юбилее, она призналась, что сейчас она чувствует себя лучше, соображает быстрее, чем это было в 20 лет. Благодаря чему это все происходит? Ой, вообще супер, класс. В зале нет свободного места. Супер, спасибо. Она заговорила о такой проблеме, как нейропластичность. Кто-то слышал это понятие нейропластичность? Не слышали, новенькая для вас, хорошо, поделюсь. А кто слышал про болезнь Альцгеймера? Что это? Памяти, вот человек впадает в детство, старческое слабоумие. Да. Все боимся, правда, потому что никто не застрахован. Жизнь такая штука интересная, что мы не знаем, что будет с нами завтра. Но эта старушка вселяет в меня веру. Почему? Потому что она заговорила про нейроны. Каждый из нас знает, что вот человек родился, определенное количество нейрончиков вот заложили в него. С возрастом они отмирают, таким вот способом объясняют болезнь Альцгеймера, что просто потеря этих нейронов. Но она говорит о том, что, ребята, нейроны-то могут теряться, но есть нейронные связи. А вот нейронные связи мы можем, благодаря собственному труду, благодаря тому, что мы постоянно нагружаем голову,
мы можем их развивать. Я вам немножко зарисую, не понимаю. Может быть, один нейрончик, да, от него идет такой пучок, здесь второй нейрончик. Ну, вот этот нейрончик умер, и все, и до свидания. У нас еще остался ряд других нейронов. А этот же поддерживал и здесь связь, и здесь. То есть они начинают перекрещиваться между собой, больше связи. Нейронов меньше связи, больше, соображалка работает лучше, потому что быстрее процесс происходит. Поэтому надо развиваться, никогда не останавливаться, и некоторые методы я сегодня дам. Что еще про эту женщину интересно хотела сказать? Она, ну вот честно, для меня это итальянская, кто у нас, Катя, самый такой известный выражение, фраза «женщина». Ну, все знают. А? Нет, не Коко Шанель. Женщина, которой восхищаются все и до сих пор... А? Нет, не Софи Лорен. Она из нашего кинематографа советского. Раневская, конечно, совершенно верно. Вот это вот итальянская Раневская. Почему? Потому что очень много высказываний ей принадлежит. Она вела до последнего. До 104 лет человек вел активную жизнь. Водил автомобиль, одевался с иголочки. Понимаете? Это было качество жизни. Правильно? То есть, да, многие мечтают о богатствах, о роскоши. Но извините, когда ты в полудеменции, старый, обрюзший, ты никому все равно не нужен, сколько бы денег у тебя не было. Да, ты нужен тем родственникам, они придут, у тебя деньги заберут и пойдут себе дальше. То есть человек прожил яркую, шикарную жизнь. И главное, что она не боялась смерти. И высказывание, которое ей принадлежит, алкоголики его любят, это очень сильно. Она говорила о том, что когда у нее проблемы с пищеварением, она пьет пиво. Когда у нее проблемы с аппетитом, она пьет белое вино. Когда у нее проблемы с пониженным давлением, она пьет красное вино. Когда давление повышено, она пьет коньяк. Когда у нее ангина, она пьет водку. Вопрос, а когда же она пьет воду? А у меня такой болезни еще не было. Так что, надеюсь, немножечко вдохновила вас этой женщиной, да, и сама вдохновляюсь. И все-таки, как же развивать нашу мозговую активность? Кто может сказать, какие есть предположения? Языки, еще что? Стихи, еще. Считать в уме, отлично. Еще, девочки, этот край. Задействовать то полушарие мозга, которое обычно не задействуется. Отлично. Все совершенно верно. Классно, вот эта часть подготовлена. Девчонки, берите. Это у нас какое? О, это же правое полушарие. Да. Ходить другой дорогой. Да, другой рукой. Да, совершенно верно. Все делать все то, чего мы не делали. Вы сами наверняка слышали тоже выражение Эйнштейна: глупо надеяться на другой результат, когда ты делаешь одно и то же. То есть, если что-то у вас не получается, не боги кишки обжигают, просто, значит, надо сделать по-другому, пойти подучиться, подумать, покрутить, и обязательно получится то, что вы хотите. Правое, левое полушарие. Не буду особо останавливаться, многие мы знаем, что правое творчество, левое это логика. Вопрос такой, где рождаются наши мечты? Хорошо, душа, да, но она же должна это все еще осмыслить, переработать. В правом полушарии, совершенно верно. А теперь подумайте, насколько каждый из вас сейчас часто мечтает, каждый позволяет себе это делать, насколько развито воображение. Или мы живем вот от пункта до пункта по галочковому мышлению, то есть вот стоит задача, я пошел ее и сделал. Когда же быть женщиной, когда мечтать, когда творить в конце концов. И многие из нас тоже жалуются, вот да, вот она творческая натура, а я никогда этого не смогу. Нет, сможем, все мы можем это делать, просто нужно правильно к этому вопросу подойти. Самое интересное еще, что вот Игорь, наш оператор сегодня тоже говорит, вот лица запоминаю классно, говорит, а числа вообще не запоминаю. Вот у Игоря очень творческая профессия. Да, правое полушарие как раз и запоминает лица очень хорошо. А то, что связано с логикой, с фактами и с датами, нет, не будет там эффекта. Я вам хочу сказать, что есть выход из этого положения. Плюс еще, что правое полушарие, оно может видеть как бы проблему, ну вот просто сверху. Ты на нее смотришь, но не можешь ее проанализировать. А левое полушарие, оно наоборот, оно склонно делать анализ на каждом этапе.
То есть от точки А до точки Б. Да. То же самое. Левое полушарие всю написанную информацию воспринимает буквально. А вот эти такие ехидные элементы, например, язык тела, жесты, это все идет только через восприятие правого полушария. То есть те же метафоры без правого полушария мы бы не смогли воспринять. Все это замечательно. Но как вы считаете, остаться на одном движке или все-таки подключать второй? Да? Оба. Совершенно верно. Чем больше межполушарных связей будет, здесь мозолистое тело находится, которое и отвечает за нейронные связи посерединке. То есть нам надо постоянно что-то делать, чтобы они работали синхронно. Чем синхроннее они работают, тем быстрее мы соображаем. Тем мы умнее, тем мы лучше, тем мы увереннее в себе. Покажу сейчас небольшое упражнение. То есть все, что вы, девочки, сказали, абсолютно правильно. Все. Вот английский, стихотворение, любое изучение, любая нагрузка от головы, это все правильно. Но, допустим, когда нет времени, и ты не можешь себя собрать, потому что учить язык, это же трудно. Или выучить стих, это же тоже надо всех распихать по лавочкам и самой найти для этого времени. Покажу сейчас упражнение из нейробики. Нейробика — это, грубо говоря, аэробика для нейронов. Они очень простые, но при этом очень эффективные. Если вы будете каждый день с утра хотя бы 1 минутку им уделять, вы посмотрите, насколько качество жизни у вас может измениться. Ну что, пробуем? Да. Хорошо, отлично. Берем за носик. Нос не зажимаем, просто придерживаем. И за ушко. Да, молодцы. А теперь поменяли. Да, у кого хорошо получается? Да. Осторожно берегите глаза. Молодцы. Да. Кстати, правое полушарие — это пространственное ориентирование. Да? То есть, насколько у нас работает хорошо правое полушарие, тем быстрее мы можем переключать клеточки. Теперь, у кого получается, добавляем хлопочек посередине. И выглядит это вот так. Чем быстрее, тем лучше. Вот я вижу. Вот так ручки, вот так ручки. Да. Молодцы. Похлопали, да. Девочки, главное не сдаваться. Сделаем. Вы заметили, как вы все начали смеяться? Это же классно. Несложно, правда? Улучшается настроение, повышается уровень серотонина, мы способны творить. Вот мы и запустили наше правое полушарие. Я буду давать еще несколько разных таких упражнений в течение всего нашего семинара. Для чего? Потому что нам нужно будет переключать внимание. Мы не можем долго зацикливаться на одной какой-то теме. Для того, чтобы переключить и свое внимание в том числе, это не только с утра там похлопал. Например, ты сидишь на работе, в таком вот ступоре находишься. Заведите полушария. Вот похлопайте, потопайте, попишите 2 разными руками разные вещи. И вы посмотрите, насколько мозг начнет быстрее и интенсивнее работать. И таким образом мы продлим ему здоровую, красивую жизнь. Хорошо. Переходим к следующему этапу. Это наше внимание. Кто может пожаловаться на рассеянность? Да. Знакомая штука? Вот это у нас в голове, потому что постоянно находит. А вот это не работает. Совершенно верно. Внимание – это функция нашего мозга. Что такое вообще внимание? Это сосредоточенность нашего зрения, слуха, наших мыслей на каком-то объекте или предмете. То есть, когда человек на чем-либо сосредоточен, на одном предмете, все остальное как бы фоном становится. Поэтому, что у нас в жизни происходит? Мы же, как, не побоюсь этого выражения, бешеные белки. От одного к другому, быстрее все успеть, все надо сделать. И в голове крутится очень много мыслей. По итогу получается, что мы не можем ни на одной из них толком сконцентрироваться. Даже я вам нарисую такую интересную вещь. Я думаю, вы меня тоже поддержите. Например, это я, вы здесь и сейчас, сегодня, в данный момент. Это прошлое, это будущее. То есть мы
практически постоянно здесь нас нет. Мы находимся либо здесь, либо здесь. То есть либо обсасываем то, что было и прошло, уже его не вернуть, либо строим какие-то планы, и в основном это все занято нашими переживаниями. Мы живем в своих переживаниях. А вот они-то и мешают нам работать, жизнедеятельствовать и наслаждаться сегодняшним днем. То есть иногда мы даже не позволяем себе радоваться, потому что мы за что-то переживаем. А жизнь одна, и она вот здесь и сейчас. Поэтому надо хорошенько подумать о том, как же разобраться с этой ситуацией. Что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно планировать. Все. Для того, чтобы не находиться тут, например, тут. Взять обычный листок бумаги, написать все на этой бумаге. Вот мне надо сегодня сделать это и это. И все. И приступить к исполнению, расставить приоритеты, что там, да, первое важное, что по порядку нужно сделать. Убрать листочек и приступить полностью погрузиться именно в то дело здесь и сейчас, которое вам нужно сделать. Не думать туда-сюда. Опять же, какие-то мысли закрадываются. Я же знаю, я через 20 минут уже приступлю к следующему этапу. Сейчас я делаю это. И вот здесь тогда будет полное погружение, и тут будет качество. То, что подумайте, мы обычно скачиваем туда-сюда, обратно, но при этом мы все дела делаем некачественно. Отсюда потом разочарование, злость на себя, что мы же чего-то не успели, чего-то не смогли. Ну вот такие простые, нехитрые вещи на самом деле. Ну и планирование, приоритеты и установки. Тоже хочу привести вам пример одной из женщин великих. Знаете такую? Да. Золотая фраза, я подумаю об этом завтра. Да. Учитесь абстрагироваться, находиться здесь и сейчас. И вот я здесь сегодня красивая женщина, я умная, мне надо сделать это, а потом переходить уже к следующему этапу. Хорошо. По вниманию есть вопросы? Пока нет. Все сконцентрированы. Молодцы, это хорошо. Отлично. Ну, теперь давайте поговорим о нашей памяти. Знакомая картина? Да? Ну, то есть приблизительно у каждого из нас это все происходит в голове, мы с этим живем, мы себя ругаем, потому что я же учила, я читала, я смогла, но по итогу, идите мне здесь Томик Диккенсона, пожалуйста, или Кобзарь Шевченко. Ну, то есть где-то он есть, да, он есть, я же когда-то читала, ну как к нему подобраться? То же самое происходит у нас в голове, потому что мы информацию изначально неправильно загружаем в голову. То есть мы ее загружаем какими-то кусками, отрывками, вот так вот бросаем по старинке, по тем методам, которых нас учили в школе, зубрите, там чего-то делайте, чего-то оно всплывет. Да, вот чего-то вот здесь вот может подчитать, вот там чего-то. Ну, а результата не будет той чистоты, той свободы в голове, которая позволит нам выводить информацию здесь и сейчас, именно ту информацию, которую нам нужна. Согласитесь. Выход есть, как вы думаете? Конечно, есть. Совершенно верно. Просто нужно навести порядок в голове. Вот здесь я теперь с легкостью найду то, что мне надо. Вопрос только в шкафчиках, где их взять. Да? Что это за шкафы такие волшебные? Так вот, шкафы это... Ну, поговорим там дальше. Да, точно. Причем я сегодня покажу методики, и этих шкафов вы сможете создавать сколько угодно, и доступ будет легкий, вы будете знать, в какой комнате эти шкафы стоят, где можно достать эту книжку. Все очень просто. Хорошо, но прежде чем мы это сделаем, я хочу вам предложить небольшую игру. Потому что мы все знаем, что мы обладаем какой-то памятью. Ну, большинство уверено, что плохой памятью. Ну, давайте хотя бы продиагностируемся, какая это память плохая, хорошая и так далее. Я вам сейчас предлагаю, у всех есть на чем записать? Да? Ну, пока не пишем, тихо, все спокойно, мне главное потом, чтобы у вас было. Я вам предлагаю сейчас запомнить слова. Просто запомнить, а потом и все записать, то, что вы запомните. Хорошо? Слушайте внимательно, запоминайте. Итак, первое слово у нас будет попугай. Потом будет слово кресло, луна, пробежка, договор, носорог. Вот. А кто это так классно, красиво? Супер.
Носорог. Телефон. Радость. Паспорт. Радуга. Кофе. Береза. Шоколад. Метель. Дельфин. Ну, хватит. Быстренько записывай. Все. Готово? Делайте ошибку, не думайте от того, что вы дольше думаете, вы больше вспомните. Это не так. Сколько было? 15. У кого сколько? 7. У кого 10? 11. Хорошо. Ну, проверим. Хорошо. Потому что бывает 11, но не тех. Да, бывает. 9 у кого-то 9, отлично. А у кого-то есть меньше 5? Супер. Вообще, да, всех? 15. Ну, дело не в этом даже большом количестве. Главное, чтобы ни у кого не было меньше 5. Если у вас ни у кого нет, значит, девочки, я вас поздравляю, память у вас у всех 9. Это правда. Давайте вас попрошу зачитать слова. Да, ваша идея. Хороший вопрос, сейчас отвечу. Попугай, кресло, кофе, луна, радуга, договор, паспорт, шоколад, дельфин, носорог, радость. Отлично, супер вообще. Вы что-то знаете уже такие? Нет. Супер вообще. Вы опровергаете одного известного ученого. Я вам так хочу сказать. Кто-нибудь слышал про кошелек Миллера? Нет, никто не слышал. Это известный американский ученый Джордж Миллер. В 1956 году вышла его книга, которая описывает все возможности нашей памяти. То есть он ее исследовал вдоль и поперек. И почему 15 было слов, ну в общем, да, от 7 до 9 большинства было. И он установил то, что человек в определенный момент внимания, внимание ваше было вот только пока я диктовала, вы полностью были во внимании, может запомнить только от 7 плюс-минус 2, то есть от 5 до 9 слов, на самом деле. Поэтому как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, оно просто больше в голову не влезет. Тут единственный вариант, как вас зовут? Екатерина. Тут единственный вариант, еще Екатерина мог сработать, потому что мы автоматически запоминаем первое событие и последнее событие. Вот вы, да, о, сейчас мы к этому подходим, хорошо, отлично, да. Ну и плюс вот еще, раз вы уже применили ассоциации, поэтому у нас получилось не вот это число. Поэтому совершенно не расстраиваемся. Да, наша природа, вот она такую вещь с нами сыграла, вот она так сделала, но мы можем что-то поменять. Я тоже как-то и запомнила. Получается 7 да. Из 10, из 20. Не имеет значения. Это даже если, например, я привожу пример воспитатель в детском саду. 20 детей, к примеру. Она на площадке стоит, они вот так вот бегают. Она их 20 не может увидеть, ну никак. То есть не то, что видеть, она их может идентифицировать. То есть она будет их пересчитывать все равно, потому что их больше, чем 9. А так вот, с одного взгляда, да, все, могу сказать, а так, ой, надо же подумать, чего и как. Поэтому кратковременная память у нас немножко ограничена, но мы сейчас с вами попробуем воспользоваться нашей природной способностью эйдетизмом. Знаете, такое? Да, эйдетизм. Это наша способность человека воспроизводить когда-либо увиденные, в памяти воспроизводить увиденные, услышанные, прочувствованные события. Да? Каждый из вас может вспомнить что-то яркое своего детства, какие-то картины. Вот то, что было в образах, именно в образах. Эстетика – это образное мышление. В образах намного легче хранить информацию, чем просто в написанном виде. То есть это как картинная галерея. Вот все эти картины, они хранятся четче, ярче, если они в образах. Все
все, что связано на логике, рано или поздно может потерпеть крушение. Опять же, если нам надо что-то выучить, то, что логически мы не можем привязать, все, здесь фиаско будет. Как? Оно же не вяжется логически, как же его выучить и так далее. Поэтому мы сейчас поработаем над яркостью наших образов и над ассоциацией. Почему? Потому что должен быть образ и должна быть связка. Ассоциация – это связка. Для чего она нужна? В школе, да даже до школы, каждый из нас проходил ступень обучения чтению. Мы начинали с букв, правильно? Потом переходили к слогам, переходили дальше просто к словам, предложениям и так далее. Но когда ребенок уже хорошо знает буквы, он легко может уже собирать из них что-то более сложное. Точно так же ассоциация нам нужна для чего? Для того, чтобы мы к знакомой информации, то, что мы уже знаем, прицепили незнакомое, подтянули этот образ. Вот ассоциация это и есть эти шкафчики. Потому что шкафчики-то мы знаем, где стоят. Та информация, которая у нас в голове уже хорошо разложена, уложена. Вот мы туда быстренько новенькое набросали, и все это будет работать. Я сейчас вам покажу самый элементарный, самый простой способ. Вопрос? Самый простой способ. Еще раз вернемся к старому слайду. 7 плюс минус 2. Пытались впихнуть сразу много. А теперь мы попробуем с вами делать простые ассоциации, но всего лишь двух предметов. Как это будет выглядеть? Катя сказала, я связывала ассоциации. Значит, будет первое слово. Представляем картинку в голове этого слова. Ну, по сути, это у нас и был попугай. Да? Все попугаи видели? Потом идет второе слово. Кресло. Вот нам надо теперь как-то смешно, да, смешно соединить вот эти два понятия. То есть, попугай сидел. Стоп. Вот здесь стоп. Вот это типичная ошибка. Сейчас мы начнем, до пятого дойдем, историю про попугая, а дальше все, опять амнезия. Поэтому дальше у нас шла Луна. Вот теперь нужно сделать отдельную связку для кресла и Луны. Лунный свет, хорошо, можно, да. То есть, но это, девочки, старайтесь сразу все в голове визуализировать, потому что, когда мы проговариваем, это одно, а когда мы видим картинки, другое. Хорошо, после Луны было слово пробежка. Связываем. Еще один такой нюанс. Самая классная связка, когда один предмет плюс второй предмет, еще с ними что-то происходит. Например, это необычное, это объемное, то есть сам предмет должен быть, хорошо должны его видеть. И должно быть обязательно какое-то движение, взаимодействие. Чем интенсивнее взаимодействие, тем легче мы потом припомним эту связку. Ну, я вам так по секрету скажу, секс, юмор и насилие запоминается лучше всего. Да. То есть поэтому, наверное, себе пришлось изнасиловать ночью, чтобы пробежаться, да, под луной. Ну, хорошо, давайте следующее слово. Пробежка, договор. Предлагайте, давайте. Договорились пробежаться. Нет, опять же, договор. Лучше представлять, очень плохо запоминаются абстрактные понятия. Хорошо запоминаются конкретные. Договор все могут представить. Да, то есть пробежался, чтобы забрать там договор, например. Но, ребята, не тянем, это все уже, все, оно нас не должно тревожить. Мы идем дальше. Про это вообще не думаем, что здесь было. Задача, пока ничего вообще. Просто вот первое плюс второе плюс третье сразу. Хорошо. Дальше, носорог. О, носорог себя делает, отлично. Телефон. Носорог, да, представляем, не проговаривайте, старайтесь представить. Не проговаривайте, конечно, но представлять. То есть представляемся носорога, да, по телефону разговариваем. Хорошо, отлично. Радость. Кто-то позвонил, да? Радость – абстрактное понятие. Носорог улыбнулся от радости. Улыбнулся, хорошо. Можно себя. Нету там договора. Себя. Или, например, представить, не обязательно продолжать там ту же историю, а, например, представить, радость нового телефона. Вот себя, вот если вы представите с новым телефоном, это радость сразу всплывет в голове.
Хорошо. Здесь сделали связочку. Поехали дальше. Паспорт. Да, рад и загранпаспорт. Радуга. Летишь уже. Нет, не паспорт. Паспорт в всех цветах радуги, разукрашенный. Обложка. Обложка, да, хорошо. Кофе. С утра кофе на радуга. Да, хорошо. Ну, то есть, да, себя можно представлять, что под радугой сижу, пью кофе. Почему бы и нет? Береза. Земная часть нашей природы. Красиво. Кофе, береза, да. Радуга разноцветная, береза черная. Нету там радуги, уже кофе. Кофе. Да, или можно, например, там какие-то березовые почки, или кофе сварили на березовом соке, или что-то вот такого плана. Те же старайтесь, чтобы это было необычно. Чем экстравагантнее, чем вот... Крепче запомнить. Да, лучше запомниться. Поехали дальше. Шоколадки. Ну, шоколад. На березе, береза. Растут шоколадки. Береза, шоколадки. Потом началась метель, очень сильно. Шоколадная метель, такая бурга прям шоколадная. А оттуда из этой шоколадки, шоколадной метели выпрыгнул дельфин. Дельфин. Так, какое было первое слово? Быстренько пишем. Старайтесь не смотреть туда, что вы писали уже. И да, отвечаю на вопрос по порядку. Потому что не будет порядка, не сможете вспомнить ассоциацию. Даже если немножечко затормозили, отступите, можете подниматься с конца, то есть от дельфина двигаться в обе стороны. Вау. Что, все? Да. Поздравляю. У кого не получились все, совершенно не расстраивайтесь. Это для вас новый опыт. Вы этого никогда не делали. Плюс еще очень важный момент. Ассоциации были не ваши. То есть навязанные мной, соседом. Вот когда это будет ваше родное, представленное в голове, вот запоминается. 15? У меня 16. Класс. Молодец, Виктория. Молодец. Подумай хорошо, на каком месте у тебя пробоина пошла? На шоколаде или на... Самолет было? Не было. Это не уже заграждено. Что, Вика, шоколад, да? Вот видишь, как я уже... Да. Сколько? 12? Смотрю в твой левый глаз и догадаюсь, чего ты дать. У меня такая же ситуация в жизни постоянно. Да. Я себе на своих ассоциациях, я себе придумываю то, чего не было. И мне не то, чтобы мне сложно что-то запомнить, я потом себе думаю, это я придумала или это было. Поэтому здесь очень важна структура и порядок. То есть, когда есть порядок, опять же, девочки, тут цепочка прервалась, целый кусок выпадет просто. Что-то опять вспомнить. Вот эта связь, она самый важный элемент. Если есть четкая связь, значит четко будете воспроизводить. Мы таким образом убираем проблему недозапоминания и перезапоминания. Ну, Ирина наверняка творческая личность, поэтому может быть, да. Нет, в ассоциации может что-то вклиниться постоянно. Может. Все может. Самое, наверное, такое вам хочу сказать, открытие для меня было, что не надо бояться. Вот, честно, мы всегда себя загоняем в панический страх, когда нам там идти готовиться, перед кем-то выступать, надо что-то делать, что-то рассказывать, в голову не залазит, нервничаешь. Не надо бояться, нужно быть расслабленным. Первый раз, когда мы прогоняли эту цепочку, я вам что сказала, какое слово? Запомни. Кто испытал на себе ощущения такие? Не очень приятные, и сидел в процессе запоминания, думал о том, что мне же надо запомнить, да?
Не то, что мне надо конкретно запомнить, а именно то, что просто мне надо запомнить. То есть мы возвращаемся сюда к эмоциям, которые выбивают нашу память полностью из нормального функционирования. Чем меньше эмоций негативных и страха мы будем испытывать, тем лучше мы будем делать связки и запоминать. С помощью вот такого простого упражнения мы можем очень легко развивать свое ассоциативное мышление. Что оно нам дает в жизни? Оно дает нам, мы сможем быть более творческими людьми, потому что нам надо выдумывать чего-то такого, чего не бывает в реальной жизни, и при этом еще что-то запоминать. Это очень простой пример. Сейчас он далек от той жизни, в которой мы живем с вами, где нужно запоминать серьезные вещи. Но поверьте мне, здесь есть люди, которые у меня уже проходили тренинги. То есть, да, это просто верхушка айсберга. И, к сожалению, за час 20 я не могу дать той всей информации, той структуры, той тех схем, которые позволяют нам оперировать совершенно любой информацией. То есть, начиная от каких-то таблиц, начиная от текста запоминания. Вот Екатерина сегодня, боже, музыка, мы же с тобой это проходили, эти пиктограммы. Екатерина сегодня дословно все перечислила. Хотя вы сами видите, что перечислить чего-то более 9 довольно-таки сложно. Но когда ты обладаешь вот такой вот цепочкой, запоминаешь по цепочке, то ты можешь перечислять любое количество. 15 это совершенно... Дальше количество не имеет значения. Просто желание и яркое образное мышление. Понятно с этим немножко? Я думаю, что большинство здесь мамы, может некоторые, бабушек пока не вижу. Вот. Вы можете очень легко своим детям помочь, просто вот играя вместе с ними в такие игры. Детки будут развиваться. Я вам сразу скажу, моему ребенку 5 лет, для меня это было тоже открытие, мы выучили таблицу умножения. Причем это происходило, это было без слез. Наверняка каждый из вас помнит это лето с 1 по 2, перед 2 классом, эти слезы, рыдания, она не заходит в голову, потому что числа это очень абстрактная информация, а дети мыслят образами. Они видят весь мир пока что в картинках, и уже постепенно, естественно, система заставляет видеть совершенно по-другому, включать левое полушарие, то есть детки, они более правополушарные, просто потом переход идет на другое полушарие. Так вот, ребенок совершенно спокойно, даже без моей помощи, там подсказки были, картинки. Он сидел и с радостью это делал. Вы представляете, чтобы ребенок учился с радостью вообще? Потому что это в голову загружало. То есть у нас ушло буквально 3 вечера по полчаса, и вот этот монстр был одолен. Что все очень просто по-другому. Не так, как вы привыкли. В школе нас этому никто не учил, что можно что-то делать по-другому. Все через силу пхать в эту голову. Куда что-то пхать, если оно уже туда не лезет? Если у нас моральная перегрузка постоянно, мы не можем ничего запихнуть, потому что нам и так кажется, что уже много. У нас очень много дел нам нужно делать, и мы просто не в состоянии. Понятно с этим? Да. Хорошо. Ну, давайте подумаем еще, где же нам память, потому что пригодится. Все мы с вами деловые женщины, все мы социальные, все мы общаемся. И хотелось бы общаться красиво. Да? То есть знали, чтобы у каждого из нас был богатый словарный запас, о том, чтобы мы были интересны своим собеседникам, своим окружающим людям. Над этим надо немножечко потрудиться. Кому знакомо это слово? Мне. Всем. Так, хорошо. Да, есть такие. Прочитали уже? Да. У кого бывает это состояние? У всех бывает, да. Опять же, прескивю, да, то состояние, когда человек на языке крутится слово, он не может его воспроизвести. С чем это связано? Связано это, опять же, с нашими полушариями, когда отсутствует быстрая связь между вербальным аппаратом и воображением. То есть оно где-то здесь, а пока оно какими путями оно дойдет вот сюда на выход, поэтому со всеми это может быть. Выход есть. Поверите мне? Да? И мы прямо сейчас что-то такое сделаем. Вы посмотрите, что можно от этого избавиться. Да, не за сегодня. Расскажу. Есть у меня такой друг, у меня подруга моя Виктория сидит, наш общий друг, который безумно умный человек, очень начитанный человек. По долгу службы ему приходится выступать перед людьми.
рассказывать свои материалы. Человек очень много знает, но он не может это красиво воспроизводить. То есть даже его красивые фразы, набор слов, но он экает. Да? Бывает, ну то есть, что когда не могу вспомнить или это самое, или то все, ну, какие-то начинаются местоимения вставляться, то есть речь загрязняется не очень красиво. И я понимаю, что у него был бы больше успеха, он бы лучше смог донести свою мысль, если бы он говорил красиво. Поэтому сейчас поиграем в одно упражнение. Забыл. Нет, в нашем общем коллеге. Да. Вы, Виктория, не знаете, но 2 года назад я его посадила и говорю, так, сейчас будем это делать. И что вы думаете, за 3 дня у человека речь стала плавная. То есть процесс пошел намного быстрее. Угу. Называется упражнение «Игра за 1 минуту». Сейчас будет такая задача, девочки, по парам. Как-то вот, да, друг дружка. Найдите себе просто пару. Ну, тут есть. Девочки, не стесняйтесь, потому что нужен будет человек, который будет записывать. Давайте, 30 секунд, найдите пару. Один человек с парой. Потом будете меняться. Нашли? Да. Хорошо. Суть игры какая? За 1 минуту, таймер у меня здесь будет, за 1 минуту задача первого человека наговорить как можно больше слов. За 1 минуту. Просто говорить слова. Да, мы этим тоже редко пользуемся, как это говорить, а как это бесцельно говорить, а что же делать. А вот так вот творчество и развивается. Говорить надо. Да. Я вам существительно, я вам сразу дам подсказку, чтобы вам было легче. Потому что если вы сейчас начнете говорить, вы не сможете много наговорить. Нет технологии. Во-первых, говорить нельзя то, что перед глазами. Все, что вот здесь, ничего не называете. Если те же самые предметы находятся в любом другом месте, пожалуйста. То есть ваша задача погрузиться в свое сознание и попутешествовать по тем местам, которые вам знакомы. Это может выглядеть элементарно. Заходите на кухню и вперед, вот так все. Все, что в вашем внутреннем взоре. Перечислили, вышли, пошли в ванну и вот так вот обошли. Посмотрите, насколько пойдет быстро процесс. Итак, понятно? Да. Второй что делает? Второй в это время... Второй человек в это время можно просто палочки ставить на каждое слово. Потом вот так высчитывать. Либо же еще есть очень удобный способ. Вот квадрат. Вот так. Ну, то есть сразу 6. Понимаешь, что сразу 6. Хорошо? Ну что, готовы? Да. Подождите, я включаю таймер. На старт, внимание. Наговариваем слова. Задача. Один говорит, второй за ним записывает. Считает количество слов. Да. Девочки, не переживайте, будете экать, будете. Но это процесс, который надо пройти и переступить. Поехали. Быстренько посчитали. Так, у кого больше 20? 38. В основном больше 30, да? 30 очень хорошо. 47. Сразу видно мастер разговорного жанра. Это Инна, да? 41. У нас 54.
4. Вообще. Классно. Отлично, у нас уже нарисовался лидер. Как будто у него тогда. Нет, это Виктория. Тоже Виктория, мы как раз вот так хорошо сидите, не перепутаешь. У кого получилось 38, это очень хороший результат. И поверьте, если бы я вам не дала подсказку, вы бы где-то были бы ограничены, блуждали в сознании, было бы в районе 24. Скажите, те, которые уже прошли, вот это сложно было, ну, кроме 54, конечно. Но все равно, да, напряжение, что-то, метание, напряжение, хорошо. Так, ну что, поменялись. На старт, внимание, поехали. Чашка, ремонт, холодильник, машина, омыватель, обогреватель, телефон, собака, кошка, салат, вазелин, стена, лампа, камера, видеооператор, картонка и маленькая собачонка, желтый лимон, волосы, помада, ручка, деньги, косметика, туалетная вода, зеркало. Здравствуйте! Радость, интерес, мусорный бак, насос там сзади говорят, веник и шкафы, да, их нельзя слушать. Вот это вообще тяжело, а еще просто есть момент. Есть? Считаем. Ну давайте, кто 54 у нас побьет рекорд? 38? Вы у вас энергичные отношения? Хорошо, да, приближаемся. 47, отлично. А знаете, что мешает? Когда кто-то говорит вот рядом, ты отключаешься. Да. Марина? Да, Девочки, 50. 50, хорошо. Марина правильно сказала, тяжело еще, потому что кто-то мешает. А как часто в жизни у нас бывают ситуации, что нам ничего не мешает? Когда? Ну, наверное, часа в 2 ночи где-то на кухне там с чашечкой чая. Год. Тогда расслабляемся. Правильно. Совершенно верно. Если нам все время что-то мешает, значит, нам надо как-то адаптироваться к этому всему. Опять же, возвращаемся к нашему вниманию, его переключению, его концентрации. А то, что мешать будет всю жизнь что-то, но это совершенно не повод двигаться нам к цели. То, что нам надо. Да, конечно, да. Вот у Светы, когда тоже училась, я Свете дала то же самое задание. Я вроде как со словами работаю, у меня богатый лексический запас. А воображение вообще как? Но воображение мне мешало. То есть я хочу сказать, какую ошибку еще можете допустить, я полагаю, что Ира то же самое. Я представила себе супермаркет, что может быть круче, да? То есть ты идешь и берешь, так, а что я делаю? Кефир, зачем мне кефир? Нет, а если я возьму, то 1%? Это то, чему Света меня научила концентрироваться еще лучше на каких-то вещах. То есть то, что нам мешает, это наша задача, то, что мы должны преодолеть. Так что спасибо. Спасибо, Катя. Спасибо, Катя, за твое образное изложение вот хорошей идеи. Умничка. Спасибо большое. С этим разобрались? Девочки, попробуйте дома, у кого есть детки, поработайте с детьми. Вы удивитесь, насколько у детей воображение развито. Что они вам будут молотить? А если вы им еще дадите вот это по цепочке задачи, тоже там такие истории могут быть шикарные, там такие связки. Учитесь у своих детей, они пришли в эту жизнь научить нас, а не мы их научить. То есть, чтобы мы развивались, они подталкивают нас к этому постоянно. Опять же, когда умная, грамотная мама, да, каким уважением она будет пользоваться своего ребенка. И насколько долго это будет продолжаться. Это не будет заданием, ввиду ограниченности во времени, я вам дам что-то более интересное. Просто как вариант еще один. Можно попробовать понаходить нестандартное применение к обычным предметам. Просто как игра.
Даже едете в машине, даже едете в маршрутке, там, вот, голова ничем не занята, напрягайтесь. Ее надо напрягать, иначе она не будет работать. Это как лежать перед телевизором и смотреть на красивые попы и мечтать же, когда же мне такая станет. Мозг — это та же мышца. Чем больше напрягаем, тем более в тонусе, тем более красиво он будет выглядеть, и мы его сможем подавать окружающим. Итак, еще один важный аспект. Мы с вами сегодня уже во что-то поиграли, что-то поговорили, что-то сделали, но суть в том, что, к сожалению, вы выйдете, когда отсюда, еще очень много тренингов сегодня, завтра. Информация о том, о чем я вам сегодня говорила, очень сократится. Это тоже нормально, и был такой Генрих Эббингаус, немецкий ученый, который исследовал закономерности запоминания. Почему действительно мы сегодня помним, а завтра уже как-то так, и все хуже и хуже и так далее. Это еще в начале прошлого века он предложил вот такую кривую забывания. Это полностью научно доказанные факты, потому что было очень много исследований. Так вот, оказалось, что пока мы здесь с вами сейчас сидим, у нас понимание, знание на 100%. Девочки, вы сейчас выйдете, будет перерыв 20 минут на обед, у вас останется 60% осадочек того, что мы сегодня обсудили. Более того, через час это будет уже 40%. Видите, насколько быстро падает? Там, на следующий, в общем, все там где-то 20%, а то может и меньше. Почему так случается? Обидно же, только старались, работали. Почему? Потому что есть у нас в организме еще такая защитная реакция, как забывание. Для чего это надо? Потому что если бы мы помнили все, особенно плохое, нам бы было очень тяжело жить. Нервная система была в перенапряженном состоянии. Поэтому, когда мы ложимся спать, наша благосклонная память, она начинает вытакиваться, причем без разбора, надо, не надо, все это повытирала, хорошо. Единственное, к чему ей тяжелее прикоснуться, это к ярким воспоминаниям. Почему я вам говорю, запоминайте в ярких образах, запоминайте необычно. Чем необычнее, тем тяжелее забыть. Она не может их трогать. Сможет когда-то потом со временем, если мы не будем припоминать. То есть, как бы мы ни раскладывали красиво по полочкам, как бы мы чего ни выдумывали, если мы не поприпоминаем это в течение определенного времени, о котором я сейчас скажу, оно со временем улетучится. Могу сравнить это припоминание, да, что-то такое. Например, учебники в школе, учебник по истории. Главу прочитали, в конце вопроса. Да? Кто отвечал на вопросы? Кто? О, какие молодцы. Если спрашивали. Нет, а сам, осознанно. То есть прочитал и ответил на вопросы осознанно. То есть для того, чтобы самого себя проверить. Ну, я вам скажу, я этого не делала. Вот может поэтому что-то там не дотянула там, где хотела. Так вот, припоминание — это когда ты в своей памяти вытаскиваешь информацию, не подглядывая куда-то, а просто ты ее воспроизводишь в голове, и она таким образом запоминается лучше. Пики припоминания, вот как Эббингаус предложил, то есть, например, вы выучили стих, да, стихи там, если не зазубривать, а правильно, сейчас не успею, к сожалению, дать эту великолепную методику, как за 5 минут учить. Там немножко надо подготовиться к ней вам. Но, допустим, мы учим с вами стих. Нам нужно его припомнить, то есть вытащить из головы, да, это будет коряво, да, это может будет не так быстро, не так, как будто я встал и рассказал. Но это будет ваше припоминание. Первое, самое сложное. Потом, через 20 минут надо сделать. Потом через час, внимание, рассказать кому-нибудь. Вот когда вы кого-то научите, вот вы запомните это лучше, чем если бы просто там сами себе рассказали. Через час, то есть еще одно припоминание, и через 8 часов на следующий день. Это если вам информация, то есть она классно отдается закладка, но если информация вам нужна ненадолго. Что же касательно иностранных языков изучения, да, что мы же учим слова, мы хотим, чтобы мы их все время знали, чтобы мы все время помнили. Просто нужно чаще обращаться к их припоминанию, хотя бы там раз в 2 недели, раз в месяц, смотря что забывается. То есть постоянно перебирать эти слова в голове, как в голове тоже есть методики, не в голове, а в
свои записи какие-то вести. Просто и к ним нужно обращаться, их нужно припоминать. Иначе все забывается. Как бы мы ни хотели, и не нужно на себя ругаться никогда, что вот у меня память дырявая. Просто нужно по-другому к этому вопросу подходить. Вот и все. Да, Виктория, вы хотели что-то сказать? Да, согласна полностью. До сих пор ко мне не пришла, учит уже язык раз в неделю. Сколько ты его уже учишь? Английский. Вот я ж вот так вот. Мозг отключен, да. Вот я ж вот так вот, да, Ириш. У меня была ситуация, когда мне нужно было поехать в Италию в продолжительный период времени. И у меня было полгода на изучение языка. Я заставила себя, я удалила из телефона всю музыку, все приложения, все фотографии, вообще все, что меня могло отвлекать. Я загрузила туда аудиолекции, видеолекции, приложения для изучения слов. И вот когда есть психологическая потребность просто поклацать, я открываю телефон, а мне там ничего кроме итальянского нет. То есть ты полностью погрузилась, ты все свое внимание направила я на свои цели. Я потом просчитала, что я в день порядка 4 часов занималась итальянским. Дома, там, на телефоне, в маршрутке, там где-то еще. И, девочки, сюрприз. На момент, когда я приехала в Италию, я очень свободно вот на бытовом уровне общалась. Итальянцы были в шоке, потому что я ехала с группой волонтеров, которые уже более 15 лет туда ездят, и они не могут выучить этот бедный несчастный итальянский язык. Ира, ты правильно сделала, почему? Потому что мы привыкли учить английский, это долго, да, то есть мы начинаем с 1 класса до 11, потом кто в институте, я, если честно, учила его в 2 институтах, и я после последнего я поняла, что я вообще его не знаю, потому что неправильно. Надо, если вы хотите что-то сделать, вы хотите сделать, вот, надо делать это быстро, то есть вот с этим погружением максимальным, вот Ира сделала правильно, она погрузилась полностью в процесс. Не о том, что я подумаю, когда это было, когда, что я делала, что я буду делать. А вот сюда. И короткий промежуток времени. То есть, по сути, если мы каждую сложную задачу, опять же, почему проблема с языком? Во-первых, мы не всегда понимаем, сколько нужно слов для того, чтобы мы понимали, что мы владеем языком. Вот задайте себе этот вопрос. На каком уровне, сколько это слов я говорю по-английски? Так, или надо поехать отдохнуть, потому что ей там, пару, 2000 там, слов вот этих итальянских с головой. А кто-то едет на работу, ему нужно 6-8 тысяч слов. Сначала нужно поставить цель, понимать, что потом вот это большое что делим на кусочечки, желательно небольшие, распределяем их по времени, сколько я могу изучать язык в день. То есть могу 4 часа, хорошо, не могу 4, хотя бы полчаса, но качественно, с полным погружением в язык. И тогда процесс будет довольно-таки сокращенный во времени, он будет приятным. И вы не будете злиться на себя, что вы забываете, учу, забываю, забываю. Просто правильный подход уже. Угу. Так, ну давайте, а то мы тут много, вот с этим понятно, по повторениям, ясно? То есть, девочки, если вам реально что-то надо запомнить, вот надо, кровь из носа. Постарайтесь 20 минут, час и на следующий день. Прокрутите в голове. Получится еще через день. Для чего? Для четких, твердых, уверенных знаний. Да. Когда люди идут на курсы, у них тоже есть время, они конкретно там 2 часа, предположим, 3 раза в неделю работать с преподавателем, это тоже определенное погружение, конечно. Это выделение графика, конечно. Но язык не выучим. Я занимаюсь конкретно набором слов, то есть мы определяемся, сколько нужно слов. То есть методика и я, да, это методика, и это тоже методика ассоциативная, когда можно совершенно спокойно 50 слов запихнуть за полчаса сюда, но ассоциации. Потом их вот так вот повторять 3 раза. Эффективность, вот, осмысленное запоминание в 9 раз быстрее, чем механическое заучивание. То есть методика имеет значение, не преподаватель. Методика имеет значение. Как он имеет значение. Плюс еще может наложиться такой вариант, есть понятие silent period. Очень часто люди жалуются на то, что они учат, вроде бы знают, а заговорить не могут. Да, у меня есть просто такая. Заговорить не могут. Ничего в этом страшного нет. У каждого есть silence, тишина. У каждого есть свой период. В нашей голове должна информация уложиться. У Иры это очень быстро произошло. Плюс она еще в среду погрузилась, все классно пошло. Мы же не живем в среде иностранного языка. Мы и припоминаем же мы редко слова, потому что не на ком их испытать. Есть у меня несколько методик, которые позволяют быстро набрать словарный запас, его правильно повторять
можно так, можно еще там есть варианты. И тогда у человека хороший словарный запас будет, то есть он может совершенно спокойно манипулировать теми словами, которые у него есть в голове. Так, понятно. Вот, девочки, вы же уже меня заскучали, что я смотрю. Хорошо. Делаем разминку для мозга. Поехали, пальчик вверх. Вам понравилось мое выступление? Да. Да. А вы придете ко мне на тренинг? Теперь наша задача, что сделать? Хлопнуть в ладоши и поменять. Да, Ира такая, да, мне сюда. Почему так происходит? Ну, то есть, хотя это у меня получалось. Разные зоны задействованы. Точно так же у меня что-то получается с первого раза, что-то нет. То есть это нормально. Главное никогда не сдаваться. Не получается сейчас, получится потом. Просто нужно упорно это делать. Вот и все. Опять же, радуйтесь. Всегда, если у вас чего-то не получается, значит, сколько еще открытий вы можете сделать для себя. Какая жизнь становится богатой. То, конечно, если все получается, что делать дальше? А что мы этого развиваем? Это межполушарные связи. Да. Нейронные связи, межполушарные связи. И если вы начинаете подсыпать, напоминаю, похлопали, на ладошках очень много окончаний нервных. Да. Для того, чтобы активизировать свой мозг, привести его в ресурсное состояние, надо его заводить. Девочки, сегодня у нас только первый день Ани. Я думаю, наверняка каждая из вас пришла сюда для того, чтобы, понятно, с лекторами познакомиться, для того, чтобы пообщаться, обзавестись новыми знакомствами. Правильно? То есть, потому что сюда приходят люди, которые думают, люди, которые о чем-то мечтают, и люди, которые могут быть в дальнейшем полезны друг другу. Но с чем мы очень часто сталкивались? С таким обидным фактом. Познакомилась с тем, типа, попила кофе, с тем, сбегала за угол, там человек, как зовут? И такая, слышь, как ее там, это, что там, да? А вроде бы человек был интересный, и даже телефон тебе оставил, ты не успел там и так далее. Поэтому хочу для вас сделать такой подарок. Сейчас очень быстро расскажу вам, как запоминать имена и людей, лица. Потому что на лица тоже бывают проблемы, да? Потом сижу, не вспоминаю, не могу вспомнить. То есть наша задача привязать имя, лицо и понимать, что это лицо я уже видел когда-то. Техника очень простая. Будет пока у нас парень Дима. И, кстати, Катя ехала сегодня, думала про этого парня, о том, что Дима похоже. Посмотрела на твоего сына, вот тоже вот такое есть чего-то. Что-то можно себе найти. Итак, почему мы не запоминаем имена? Чего-то запоминаем, чего-то не запоминаем. Потому что мы не обращаем внимания. Когда человек с нами знакомится, бывают такие моменты, мы просто не включились, вот этот свой просвет внимания, не сконцентрировали на этом человеке в самом начале. То есть ты понимаешь, он тебе говорил уже, а все, ты не слышал это. Просто не услышал. Поэтому ничего страшного, если перед вами человек. Вы стояли, разговаривали, кто-то подошел, представился, вы не услышали. Девочки, первые 5 минут в первом разговоре, это совершенно нормально в культурных странах переспросить, сказать, извини, мне заметался, не услышал. Скажи еще раз, пожалуйста. То есть его нужно услышать, потому что без этого мы просто его не сможем запомнить. Это самое первое, самое главное. Второе. Лицо. Почему с лицами проблемы? Потому что мы лицо видим в общих чертах и стараемся тоже все запомнить. Сразу все много не надо, нужно лучше одно, но конкретно. Поэтому я вам предлагаю, когда вы смотрите на нового человека, найдите отличительную черту. То есть что-то такое, что, вот его изюминка какая. Я вот уже на вас на всех смотрю, и у меня уже в голове какие-то ассоциации есть по этому вопросу. Поэтому не старайтесь запомнить все лицо целиком, а найдите что-то. Вот у Димы, например, у него очень маленькие ушки, как у его лица. Это моя личная ассоциация. Да, то есть
Я его по ушкам буду запоминать, еще по кадыку, и вообще он похож на всех Дим, которых я знаю. А это уже второй момент, да. То есть, когда мы нашли что-то отличительное в человеке, мы перебрасываем ассоциацию на уже знакомую нам личность. То есть, вообще все запоминание строится грамотно на том, что у тебя есть знакомое, и ты привязываешь к нему незнакомое. Есть связка, есть ячейка, есть вот та полочка, если вы помните, где все хорошо, красиво разложено. Так вот, и очень часто, почему я сказала, что похоже, очень часто бывают люди с одним и тем же именем, действительно можно найти что-то общее. Вот что-то все равно проскакивает, имя накладывает это. Ну или я так хочу, вот хочу и нахожу. Поэтому первое, что мы делаем, слышим имя. Второе, рассматриваем лицо. Но для этого надо хотя бы секунд 30, наверное, внимания все равно запечатлеться. И делаем привязку к уже знакомому человеку. Бывают такие случаи, что мы, например, нет, не могу придумать, не работает воображение в данный момент, не могу придумать такого знакомого. Ничего страшного, у нас очень много политических деятелей. Да, вот Арсений, боже, сколько детей сейчас Арсений? Да? И все теперь у меня эти бедные Арсении, вот эти языки. Значит, политические деятели, культурные лидеры какие-то. То есть любой человек с таким же именем. Можно совершенно спокойно представлять. Тем более, если это какой-то такой политик или эстрадная звезда, может даже ярче получится образ. Если даже... Сразу там уже ассоциации. Ой, классно. Да. Да. Познакомьтесь со мной, что у вас будет в голове. Ну как вы? Виктория. Вообще, прям стрела. Я вас запомню даже по месту. Это один из способов. Да вон у меня сидит одна Виктория, я от нее уже дорожку сюда проложила, теперь два. Это тоже способов много. Как знакомая Виктория, вы привязаны. Конечно. Опять же, может быть вариант, как Виктория, это победа, то есть значение имени еще может использовать. То есть я могу вас представить в каком-то венке красивом, или там с медалями. Я вас запомню. Подождите, Виктория, давайте до фамилии дойдем. Все по порядку. Значит, можно со значением имени ассоциировать. Дальше. Можно делать, это, конечно, не всегда хорошо, но мы же не будем озвучивать свои мысли. Можно делать обзывалки всякого рода. Да? Ну, мое любимое это Стасик Унитазик, потому что имя Стас встречается редко. Но опять же, обзывалки работают круче. Почему? Потому что вообще яркий образ. Представляешь этого человека на этом предмете, все, железно. Просто железно. Ну, опять же, пока вы стоите с человеком, разговариваете, там проходите свои ассоциации, вы начинаете... Да, ты начинаешь улыбаться, это вызывает положительные ответные эмоции. Это же очень хорошо для социального общения. Это суть. Дальше. Если, допустим, это какое-то... Ладно, про это имя сейчас дальше на следующем слайде скажу. Самое главное, что чтобы быть уверенным, что вы запомнили правильно это имя, в процессе разговора раза 3 назовите человека по имени. Вот это работает круче всего. Ассоциацию привязали, она нам нужна. Ассоциация это как мостик всего лишь. Они ассоциации уйдут, останется твердое знание. И так во всем. То есть вот это все, оно как надстройка. А базис остается после того, как мы правильно надстройку сделали. Вот почему-то вот оно вот так наоборот происходит. И повторяя имя, люди очень любят слышать свое имя. Все же себя любят, да, это как такой бальзам на душу. Опять же, мы располагаем собеседника к своей персоне. Так вот, давайте, чтобы сейчас не было шума и гамма, каждый, с именами, я думаю, не должно быть проблем. Каждый попробует с кем-то знакомым быстренько связать, но думаю, ему уже и так все запомнят, но вот вы засмотрели. Вот следующий у нас персонаж. И обратите внимание на то, что вы не придумаете такого знакомого имени, что его нету. Ой, классно, Ира, молодец. Что значит правополушарный человек? Да. Еще можно как вариант. Ну вот
сразу. А потом она уйдет, а вы с ее ассоциацией, она со своей ассоциацией уйдет. Тут еще какой вариант может быть? Есть, называется, запоминание по методу созвучия. То есть по звуку, мир. Посмотрите на этого доброжелательного парня. Он же явно из Института дружбы народов. Мир во всем, да, мир во всем мире. То есть мы можем еще даже по звуку какие-то ассоциации подбирать и запоминать. Ну, то есть, в принципе, те же обзывалки, ну, тут приятно, да, целый мир. С миром разобрались? Поехали. У кого возникают трудности, спрашивают? Да, у меня тоже. И выглядит он так же, да. Нет у вас? Есть девочки, все справляются? Да. Можно, вот я его запоминала, как Андрей Воробей. Я представляю, что шапку снимаю, туда воробьи повылетали. Тут играет сразу движение, что очень важно для того, чтобы запоминать. Есть? Да. Это Святой Николай. Чудотворец или Санта-Клаус, ну, вообще борода, все. Здесь, я думаю, проблем не должно быть. Вы посмотрите на эту роскошную шнуру. Пушкин. Конечно. Македонский я не знаю, был ли он потерял. Ну, если ассоциировать с македонским, тогда садим на коня. Коня нет, Пушкин. Да. Это любимое мое имя. Да. У меня просто все мужчины в семье Сергей. Девичья фамилия моя Сергеева. Мне запомнить вообще не придется. Да, ну вообще по последним 3 буквам. На таких личностей. Или же часто бывает, что у Сергея там в ухо можно вставить сережку. Жириновский в молодости. Есть? Игорь. Игорь Крута, по лысине. Игорь Крутой, может быть. Они вообще-то Игорей много, да, вот на телевидении. Может быть, Огирок. Знаете, с огурцами представить. Или Игрок, может быть. Ну, вид у него, видите, какой такой. Или угорь. Отлично. Так, Никита. Никита сложно, потому что... Не, ну хотя сейчас деток очень много Никит, взрослых мало. Никитос. Помните, фильм такой «Никита» был? Да. То есть это вот можно представить, что, например, эта актриса тут подстриглась или под парня заделалась как-то. Да. Но она, кто смотрел сериал, то она такая, в принципе, была интересная. Действительно, все время казалось, что у нее кадык скоро вылезет. Ну, красивая женщина, но очень угловатые черты лица. В принципе, Никита, ну, видите, он готовится там, может, к чему-то, к очередному заданию. Так, теперь у нас поехали Елена. Елена прекрасная, Елена Троянская. Ну, в принципе, вот мне нравятся женщины в возрасте, которые очень красивые. Да, Елена Троянская вспоминает былые дни. Вот Виктория. Уже девочки все сюда посмотрели. Вот у меня, видите, такие сережки есть, они могут напоминать нам, ну, например, медали, какие-то победы. Ну, вообще, женщина, да, выглядит очень победительно. Да. Настя. Анастасия, звезда моя. Отлично. У кого что? У меня, например, Насти не очень много знакомых. Я что-то вижу там на заднем плане лодки какие-то. Настя с Настей. Представила, что мы за рыбалку. Это лучше ассоциация, чем звезда. Да, точно. Анна. Ну, Анны у всех должны быть, я думаю, знакомы. Есть? Алина. Ну, Кабаева. Да. Кира. Кира тоже сейчас модная в Херсоне детское имя такое. Кира, можно еще как Кирюша. Кира. Вот представляем, наша с бутылкой кефира. Девочки, только подключайтесь. Не просто слушайте, а подключайтесь. Ксюша, Ксения. Жалко, юбку не видно. Клюша, классно. То есть нарисовали юбочку. Есть?
Ксюша язычки слушай. Виолетта. Здесь вообще не проблема на заднем плане, да? Карина. Карие глаза. Очень ярко выражены карие глаза. Ну, Мария. Платок. Да. Да, просто Мария. Так, ну что, готовы? А теперь хором. Мария. Амир. Настя. Александра. Карина. Сергей. Вера. Игорь. Елена. Николай. Виктория. Дима. Анна. Владимир. Кефира, как захотели. Супер. Девочки, 20 человек. 20 человек. Вы легко и просто с ними познакомились. Шло у нас на это 9 минут. Все. Ну, это с непривычки. Когда человек обладает навыками развитого ассоциативного мышления, это происходит очень быстро, в доли секунды. А в голове, да? Конечно. У меня было желание вас всех познакомить, но я подумала над тем, что если мы начнем придумывать кефиры и обзывалки, это может кому-то не понравится. Поэтому вот так. Поэтому я вас очень прошу, развивайте свое ассоциативное мышление, работайте над своей головой, да, и тогда вы встретите старость в полной радости, с ощущением того, что вы можете помочь нормальным опытом, не то, что там чего-то там вспоминаю кусками, а быть рядом со своими родными, близкими, радовать их и быть помощником. То есть все равно человек выполняет функцию, сам для себя он не живет, он выполняет функцию того, что он всегда кому-то помогает. Вот поэтому, чтобы вы не были обузой старости, развивайтесь здесь, сейчас и сегодня. Думайте только о хорошем. И еще по поводу внимания. Такой маленький Вика, внимание. Да. То, на что мы обращаем внимание, формирует нашу жизнь. Если мы будем обращать внимание на плохое, наша жизнь будет плохой. Если мы будем обращать внимание на хорошее, наша жизнь будет прекрасной, как и вы сегодня. Вопросы 2 минуты есть. И, девочки, мои визитки вот здесь. Вот я оставляю, у кого будет желание. Да. Сразу отвечу на вопрос. Работаю с детьми от 7 лет. Да. Дети взрослые. Это входит в один курс. Языки входят в один курс. Ну, то есть это базовый курс из 7 дней состоит, там, где мы прорабатываем вот эти моменты и ассоциативное мышление, и я даю методики более сложные, запоминания уже как с текстов конкретных, чисел, любых. Все надо, да. Это имеет смысл запоминать, допустим, английские слова тематическими группами, то есть там животное, одежда и так далее, или нет? Надо придумать ассоциации, связывать не связанные слова. Я учу к тому, что не выбирать. Вот когда ты обладаешь хорошим ассоциативным мышлением, ты не выбираешь, ты просто легко и просто все подряд пишешь. То есть, а когда мы начинаем, вот это полегче, это посложнее, это даже... Когда ты умеешь работать с информацией, ты вот так садишься и с радостью, чем сложнее, тем интереснее. Да. Вон Катя мне давала великолепный стих, который выговорить невозможно. Перекидываемое, прокидываемое, да, это был ужас. Я не запомнила, я поставила себе цель, мне было интересно, там нужен был особый подход. 7 дней, 7 целей, да. Девочки, там есть мои координаты, Facebook, контакт, я буду выкладывать посты, вы можете совершенно, я буду рада вас. И кто ушел, тому не повезло, да, Марина? Значит, делаю 10% скидки на курс, одно слово, анима. Да? Удачи всем!